Всем привет! Экстренное включение. Вчера монтировал влог, и в официальном инстаграме картодрома Зминки вышла новость о том, что теперь Зминку можно будет забронировать только через официальное лицо Дмитрия Семенюка. Для тех, кто не знает, кто такой Семенюк, это человек, который входит в состав комитета по дрифту. Также он является организатором РДС «Восток», и все тренировки на прямлинге проходят через него. Если раньше тренировка стоила 2000 рублей в час в выходной день и 1500 в будни, то сейчас будет выходной день 3500, в будни 3000. То есть уже за 2 часа не как раньше 4000 было, а будет 7500. Ну и уточните у Натальи, что мы получаем за эти 3500 за час. Человека ответственного, который будет стоять и смотреть, чтобы у нас всех были одеты шлема, давать какие-то задания. Но большинству эти задания просто не нужны. Люди занимаются для себя, катаются, проверяют машину. Они не стремятся куда-то в высшей лиге, там, участвовать где-то в РДС и так далее. Они просто приехали, собрали своей группой и покатались. Есть подозрение, что мы нарушили технику безопасности, катались без шлемов, но об этом никто нам не говорил. Да и я не думаю, что люди, которые приезжают на Зминку, хотят разбить себе голову. Те, кто ездит на каркасах, одевают обязательно шлем, потому что без шлема там реально можно удариться. Также не пристегнутые ремни. Если вы не пристегнетесь в дрифтовой машине, то вас будет качать по салону. Я думаю, что пристегивались практически все. В общем, сейчас буду звонить. Алло. Добрый день. Добрый. Вчера новость вышла такая, что повлекло назначение ответственного лица, Дмитрия Семенюка. Что-то, какие-то нарушения там, что? Нет, на самом деле ответственное это еще было там с давних времен. Нас спортуправление обязало, чтобы за каждой дисциплиной был человек, который в ней разбирается, чтобы он за нее отвечал. Потому что если вдруг что-то произойдет, сядет председатель Федерации картинга. То есть, если что-то произойдет, это в плане там ДТП какие-то? Да. И вот еще первые случаи там, когда еще там Махно перевернулся, Седых переворачивались, вот тогда были Апалькова, Щербакова, потом Ронский какое-то время там с ребятами были ответственными. Потом Пак заявился, несколько тренировок он сам был, потом его не стало. Вот, ответственного нету, то есть, кто-то там у вас стоит, Аля говорит, деньги собирает, но именно ответственность юридическую брать никто на себя не хочет. Смотрите, юридическую ответственность брать, это получается, это как происходит? К примеру, я же не могу просто взять на себя юридическую ответственность, я ни в каком-то комитете не состою, или вот как это вообще? Вот в чем и вопрос. То есть это должен быть человек-организатор, организатор дисциплины, как вот у всех бывает. Он организатор, он с лицензией, он должен знать про этот спорт все и подписывать бумагу, что он такой-то, такой-то, то есть мы его указываем в приказе, что он несет ответственность полностью за проведение. То есть если вдруг что-то происходит, каждая дисциплина отвечает за себя сама. А еще такой вот момент, там просто, насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, раньше при въезде на Зминку, к примеру, тот же самый дрифт, подписывалась, по-моему, какая-то бумага, договор о том, что претензий никаких не имею, если там разбил свою машину, что-то вот в таком ключе. Аля говорит, некоторые отказываются ее подписывать, и были проблемы, то есть, когда я еще присутствовала на тренировках, там, время окончания тренировки никто не выезжает. Вот, Алик там бегал с флагом. Обязательно шлема. У вас же еще пилоты что делают, сами себя подставляют. Они снимают видео, где они там по 4 человека в тачке, без шлемов, сами себя подставляют, а нам потом задают вопросы сверху. То есть, как вы следите? И то есть, и это чисто формальность, такая юридическая. С Дмитрием я разговаривала. Вот, мы поднимали вопрос о том, что если он станет, не задушит ли он там всех своими правилами. Я ему объясняла, что там гоняют люди, у которых гражданские машины, там не будут себе ставить каркас, они просто там развлекаются. Он сказал, что РАФ под это тоже подстроил какие-то правила свои. То есть сейчас уже есть такая, новичковая лига. Вот, и он сказал, что там только шлем и ремень. Вот, то есть он будет контролировать, чтобы обязательно был шлем, обязательно был ремень. Если там кто-то на трассе остановился, там его развернуло, вылетело, будет стоять человек, чтобы не разрешал ехать следующему, как это было. Как стартер, получается, стартер. Да. Возможно ли как-то организовать, может быть, какими-то путями без него, к примеру, один день в неделю? То есть какие-то, может быть, документы сделать о том, что люди, которые заезжают, под свою ответственность подписывают, а также там контроль шлемов, там
условно говоря, на определенном человеке. Если нарушается, то все, ребят, завязываем и больше вы не Так мы же так и хотели. Я же и созванивалась и с Ронским, кто-то мне еще из пилотов, уже не помню, звонил. Лера спрашивала. Я же говорила, дайте мне человека, кто, ну, с кем можно вести диалог, кто будет всем передавать. Да. И все же как бы, ну, не отсвечивали. Все начинают возбухать только когда уже принимаем решения. Мы же принимаем их, потому что нету других вариантов. Такие лицензии есть у нас там у Шумилкина, у Семенюка, там еще у нескольких. Я понял, тот, кто сдавал лицензию. Ну, получается, обычная лицензия RAV, правильно? Ну, пилота там. Да, в принципе, мы можем сделать как? Это не окончательное решение. То есть всегда можно куда-то сдвинуться, всегда нужно. Просто мы от того, что, как говорится, с вашей стороны тишина, мы принимаем решение, мы смотрим, пойдет, не пойдет, зайдет, не зайдет. Сейчас пока давайте, там, потому что среда-воскресенье вообще тренировки. Да, давайте попробуем в среду, в ближайшую тренировку вот эту провести. Посмотрим, как это все пройдет, потому что я понимаю негатив, ребят. Ну вот прям понимаю. Мы с ним разговаривали о том, что на соревнования там людям нужно одну конфигурацию, кто-то там, новичок, хочет вообще в другом повороте подупасить, посмотреть вообще. Ну да, посмотреть, что может или нет. От нас была задача у него проконтролировать безопасность и не мешать, то есть, ну, не вносить свои правила под гонки, а именно просто проконтролировать. Он с этим согласился. То есть у нас приказ, у нас подписан договор на том, что он не будет кошмарить, он будет просто контролирующим органом. Вот. Но мы всегда можем отменить приказ, там кого-нибудь из вас выбрать, пойдете, получите лицензию и также назначить его этим приказом. Потому что, давайте с ним попробуем поговорить по поводу, чтобы... В среду приедут, в среду. Да, чтобы один день был вот именно там для вас, как вы хотите кататься, чтобы там, что вы несете потом... Да, ответственность, да. То есть не вопрос, какие бумаги нужно. Просто те люди, которые занимаются, грубо говоря, вот, которые есть в группе там в моей, да, я за них как бы могу ручаться. Я знаю, что это адекватные люди, не какие-то там камикадзе сумасшедшие, которые будут переворачиваться на крыше, там, биться друг друга. То есть, ну, понятное дело, что как бы дело случая, сами понимаете, может случиться, но... Мы именно по случаям и смотрим. У нас же была уже ситуация, когда... Да, это я все видел, все это я за все наблюдал. И все потом такие чик в разные стороны, кто? Наш пилот вообще первый раз. Да, все разбился, да, ну, бывает. По поводу ям на Зминке, смотрите, у нас ребята хотели бы, так сказать, поучаствовать. Просто, опять же, мы же не можем самостоятельно прийти там залить бетоном, нам нужно согласовать с вами, правильно? Просто я хотел на понедельник с вами созвониться, спросить вообще, как, что, возможно ли, есть ли какие-то планы, может быть, у вас уже в работе, так сказать. Там просто ямы такие, что вот за 3 тренировки там минус 4 колеса и 1 машина. То есть машина реально пострадала там вообще сильно очень. Сама суть того, что, в принципе, грубо говоря, на ровном месте машина сломалась. Ну, смотрите, пока вы не позвонили, мы как бы не знали. Так как мне делают вот все дисциплины, они со спутника просто делают фотографию трассы и там просят, что там первостепенное, что у них вот эта яма, допустим, вот этот вот вылет им засыпать и там вот этот поворот сделать. Ну хорошо, давайте я сделаю, скину вам на WhatsApp. Да, сделайте. В общем, слышали вы диалог, вроде как идут на встречу, ну просто нужно подождать, пообщаться, повременить, и будет уже известно более точно. Возможно, кто-то из нас получит лицензию, кто не долбит по городу, и будет контролировать, так сказать, наше появление на Зминке, шлема, ремни и так далее. Короче, сегодня будет брифинг от Семенюка. Расскажет он нам, зачем его присутствие нужно на Зминке. Послушаем его и сделаем выводы. Кто не в курсе, меня зовут Дмитрий Семенюк, организатор РДС и исполнительный директор Федерации автомобильного спорта. Я скажу так, что как бы не я сам сюда пришел. Руководство Зминки обратилось ко мне для того, чтобы навести порядок. Выбор был один. Либо вас сюда вообще не пускать, либо за вами кто-то должен смотреть. Ответственность за вас никто не хочет брать. То есть следить за исполнением всех обязательств, которые должны исполняться на треке, никто не хочет. Ну, пришли, говорят, типа, ты же председатель, там, давай попробуй. Хорошо. В целом, наверное, где-то и ваша вина есть в том, что они обратились к нам. Потому что то, что творится на ваших тренировках сейчас, и вот то, что я видел, видосы недавно вы выкладывали, ну, это полнейший хаос, за которым, в общем-то, меня и поставили следить.
Вы поймите, вы приехали на автодром, которым руководят там определенные люди. И все, что происходит на этом автодроме, ответственность несут они. И если нету лиц, которые проследили за тем, чтобы вы одели шлем, застегнули, то тогда по шапке настучат их. Но вы же не любите исполнять. Вы заехали, Алик вас пропустил, все, вы поехали, гоняете как хотите. А сейчас за этим буду следить я. Без шлема на трассу выезд запрещен. Не пристегнуты, выезд запрещен. Все лица, которые будут замечены за этим, они будут выгоняться с тренировок. Беспрекословно, без возвращения денежных средств. Начинаться будут с брифинга, то есть вы заехали сюда, на площадке приехали. Я вам провел брифинг, мы вместе совместно решили, по какой траектории мы сегодня катаем, чтобы другие тоже понимали, куда ехать. Потому что сколько раз я видел, что навстречу друг другу ездят, то по 4 машины ездят, то по 10 машин. Ну, то есть бесстаёбство полное получалось, и это, в общем-то, ненормально. Основная задача – безопасность и немножко вас дисциплинировать, потому что автоспорт не приемлет недисциплину. И не важно, что вы занимаетесь спортом или вы просто катаете в свое удовольствие. Я ничего против не имею кататься в удовольствие, лишь бы вы не мешали никому в окружающем городе. То есть руководство РДС и комитет по дрифту РАФ прекрасно понимают, что необходима стрит-лига с лояльными требованиями. Сейчас уже мы проработали технические требования, осталось, чтобы их утвердили в РАФе. Я думаю, может быть, в ближайшее время, в конце июня, совет РАФа должен состояться, где должны принять эти требования. Вкратце расскажу, что за требования, и после того, как выйдут эти требования, все стрит-лиги в России будут ездить именно по этим требованиям. Они максимально лайтовые для того, чтобы вы все-таки все ушли из города и участвовали в соревнованиях. Технические требования к автомобилям будут по салону полный стоп. То есть ковры, потолок, весь пластик, полностью стоп. Каркас безопасности под запретом. Любой. От вас по безопасности требуется только ковш, причем не обязательно налогирован. И ремень безопасности, даже родной, при условии, если работает преднатяг. И родная безопасность автомобиля, она все-таки через пластик работает гораздо эффективнее, чем вы будете биться башкой об каркас непонятной конструкции. Поэтому тут уже, представить, есть вопросы к болтам, да, на которых крепятся болтовые соединения. Болт лопнет, болт проткнет этот шлем, даже не задумываясь. Поэтому приняли такое решение. Еще аргумент, почему не нужны каркасы, потому что все стрит-серии, к сожалению, будут ограничены в скорости разгона. И максимальная скорость разгона будет где-то 80, мы сейчас там спорим, 80 либо 90 км в час, не больше. То есть, скорее всего, может быть, в будущем году, может быть, в этом году успеем пару этапчиков провести пробных, а в следующем году, когда уже пандемия спадет и разрешат все проводить, скорее всего, в чемпионате будет моношина, чтобы все были в равных условиях, на одинаковой резине и соревновались именно в мастерстве, а не у кого круче тачка. Что касается тренировок, которые сейчас будут проходить, то есть по плану среда и воскресенье. Цена вопроса сейчас в будние дни 3000 час, это вот в среду, а в воскресенье получается это будет 3500 в час. Ну так всегда было чуть дороже, все это потому что я бесплатно не работаю и не хочу это делать бесплатно, потому что слишком много я бесплатно в жизни делал и мне тоже кушать хочется, а дрифт моя основная работа. Я думаю, что каждый, кто работает на работе, любит получать деньги за свою выполненную работу. А кроме среды и воскресенья можно снять? Снять всегда можно, цена будет такая же, то есть, как я сказал, цена будет прежняя только для лицензированных пилотов, это в основном РДС, потому что других пилотов я не знаю, которые отвечают за свое поведение своей лицензии. Соответственно, мне на их тренировках присутствовать не обязательно, соответственно, денег брать не обязательно. Не проще всем только лицензию сделать? Не проще, потому что те пилоты, которых я знаю, они в будущем, скорее всего, так к этому, может быть, и придет, потому что все пилоты, которые захотят участвовать в серии стритовой, они будут все лицензироваться. Соответственно, лицензия — это
ну, какой-то момент, наверное, управления немножечко, потому что всегда можно применить санкции, лишить лицензии, там, не допустить, если там будет по городу ездить, ну и тому подобные вещи. Короче, тут проблема основная, знаешь, почему это собралась? Потому что была тренировка 1,5 рубля, час, стала 3. Я понимаю. А ты же сам знаешь, Я даже по-другому почему могу люди тут сказать. катаются. Нет, я понимаю, Подожди, по одному, подожди. Ты же сам же понимаешь, Подожди, что я еще у раз людей тут денег мало, Я и и- поэтому... Подожди. Во-первых, начнем с того, что да, мы первый раз подобную делали в 2015 году. Вас больше людей стало, нагрузка на вас, там, вот 20 человек вас приехало, вы заплатили там на 100 рублей всего лишь дороже. Понятно. Но я же здесь тоже не должен. Так бесплатно тебя же работать. никто и не просил, что ты приехал. А не с вы нами. меня просили, Поэтому в вы чем сделали прикол? все для того, чтобы меня Его попросило Змеинка руководство А? Змеи. Не я сюда Так сам пускай она пошел. ему и платит. Можно А ну, вопрос? Так они и как все платят, люди подожди, платили, подожди, правильно? подожди, нет, неправильно. Раньше было так, что был руководитель какой-то серии, да, и он брал там за вас ответственность такую. И вы все равно были все, ну, как-то за вами следили, потому что все было как бы нормально, но потом, когда перестали там вами заниматься, вы стали самовольничать, по факту. Да, появился некий Анатолий, который по 600 рублей за вас с тренировки берет, даже сюда не приезжает. Потом появились такие люди, которые собрались на тренировку, покатались и уехали, не заплатив. И кто-то либо другой чехлится, либо, блин, разводит руками, а я их знать не знаю, и все уехали. Змейка осталась неоплаченной. Оплатили там 300-600 рублей, собрали с людей, а кассу не оплатили. Вот из-за этого и руководство Зминки пришло и обратилось ко мне, потому что по факту больше никому. Я их сразу предупредил, цена вырастет, потому что вы же мне не будете платить, потому что им не с чего платить. Соответственно, цена вырастет. Поэтому вы за свои, вот, ну, извините, конечно, но за то, что вы вот тут бесились и резвились, сейчас также получается, что вы немножко и страдаете. Но с другой стороны, смотрите это на другое, по-другому немножечко. Понятно? У меня есть куча опыта, поэтому вы можете обращаться. Хотите, обращайтесь, хотите, нет. Но я буду следить, смотреть за вами, как вы ездите. И всегда дам какой-то совет правильный. По настройке машины, по езде и так далее. Второй вопрос. Вот я еще там для себя еще придумал и решил, что в среду и воскресенье, когда будут проходить тренировки, один из вас, кто будет участвовать, ну, в этой тренировке, будет ездить бесплатно. И буду это определять я. Но, опять же, я не хочу сюда ездить. Мне вот с Примринга надо ехать сюда, торчать здесь 2 часа, хотя я мог бы либо на Примринге поработать и там заработать свой день. У меня там работы хватает. Но вами тоже действительно нужно заниматься. А вас прям заставили? Не заставили. Вот. Ко мне пришли. Выбор был вдруг один. Либо я вами занимаюсь, потому что Либо никто, здесь вообще никто не либо ездит. здесь никто не ездит. Я уже там где-то читал. Меня обвиняют в том, что там я способствовал закрытию там народного дрифта. Я вам уверяю точно, 100%, что мне вообще срать на этот народный дрифт был с глубокой колокольни. Они сами себя также закопали, потому что не хотели, Толику предлагали сделать все легально. Но легально это дорого, но он не захотел этого. А так получается, что организатор, который устраивал вам народный дрифт, он просто зарабатывал на вас бабки. Потому что цена автодрома была сколько? 1,5. Вот и посчитайте, а вас 70 человек. Вот он и собрал. Участников? Ну, там было и под 70, насколько. Не было никогда. Ну, были слухи, кто-то говорил. Под 20 участников. Ну, 20 это если в хорошие годы DSL 40 собирал. Что-то тогда смешно получается. Димон, а если проще сделать? Именно в среду, сделать проще. послушай, и определить в среду именно одного старшего, чтобы ты говоришь, ты едешь за зарплату, правильно? сюда? Не-не-не, смотри. Чтобы ты сюда не ездил в среду, определить старшего из пацанов. Кого? Именно в среду, Чем чтобы он она будет? была дешевле. Он к тебе подойдет, Вася. У меня сегодня нету. Да шляпы. нет, так Подожди, не канает. Да так нет. канает. Да нет, Да так так не канает. канает. Да так Да канает. нет, Я Димон, тебе ты серьезно меня говорю. услышишь, так не будет такого. Если ты Ну поставишь что, я ответственность, первый кто-то раз- снимет, То у людей подрамники снял, все отлетают. убрал тогда. Кто-то готов тут брать на себя ответственность? Конечно, А на каком возьмем. основании? Я тебе объясню, почему. Станет предъездом. Шлем покажи, это покажи. Ты ему объяснишь, Я ему объясню. в твоем основании. Пацаны, мост надо ставить. ясно. На основании основании того, что А на основании, то, что ты ему доверяешь. А я от чего я ему должен доверять? Я знаю, кто это. Ну, это называется по-людски. Нет, Чтобы у меня- ты помог у меня- пацанам, нет, у меня- чтобы они развивали А в чем свой спорт, проблема? чтобы было дешевле. А в чем проблема? Чтобы было дешевле. Сейчас дешевле Сделай в не среду. будет. Сейчас будет так же, как и было вот. А в чем проблема 16-м? сделать? Может быть. Просто Но сделай вы- но- пацанам скачуху и все. Сделай хотя бы на среду скачуху. В воскресенье базару Кто 0, ты отвечает? приезжай. Нет, этого сейчас Давай не будет. старшего. Здесь либо буду я, либо будет Егор Шумил.
Только 2 человека. Вот я Шумилкину могу еще доверить. Да, Шумилкин тоже сказал, я бесплатно не поеду, мне это нахер не надо. Никому нахер это не надо. Но Вася Пупкин, извини, там, Петя, подожди, Петя там, Васечкин и так далее. Вы кто? Ну, если вы будет просто старше? люди, которые братья, друзья и так далее. Че, я не знаю, как вы по-братски. А если будет с лицензией человек, С какой лицензией? которая вот у вас есть? Какая у вас лицензия, которая РАФ нужна? Ну, это либо, Если- либо судейская, либо категория. Ну, её ж можно получить. Нет, да ее можно получить, но она вам права никакого сейчас не дает. Ну не сейчас, а какую лицензию нужно Так, получить, чтобы нет, можно для было того, ездить? чтобы, вы поймите, для того, чтобы я поставил сюда какого-то человека, я должен ему полностью доверять. Не просто, я вас знать Вы не и- знаю. или это зависит от Зминки? Или Нет, это... сейчас это зависит от напрямую меня, от вас? потому что, да, потому что они обратились ко мне. Либо ты, либо доверенное тобой лицо. И я, естественно, я не могу другого никого поставить. Всё Только того человека, которого я знаю, в котором я уверен, что он будет соблюдать эти правила. Вы же Это изначально возможно, сказали, что вы не возможно сами там сами еще, назначились. Вы же, говорю, изначально сказали, что вы не сами сюда назначились, а вас попросили. Нет, ну меня а вы уже, не сильно-то и хотели. меня уже Но, тем не попросили. менее, вы здесь. Нет, ну а мне Мы же... предлагаем Нет, какие-то варианты, а вы нет, нам есть просто выбор, такое подождите. ощущение складывается, Нет, Я что вам вы честно скажу, я вам честно кусаетесь скажу. просто за вот это место, что Никто надо не вот кусается, здесь. смотри. Ему же тоже, то есть не какой-то там человек позвонил, ему подошел знакомый, да, егошник, сказал, слушай, у меня вот такая ситуация, то есть, надо вот так и вот так, то есть вот и все. Ну то есть, А вам почему-то, есть, когда а мы ты- созвонились с То есть он администрацией договорился Зминки, со нам своим ответили, что знакомым, нужно то есть что-то вот и придумать. все. Да. Вот Наталья это сказала, что придумает, может то есть что-то вот он придумать. себе все и Что-то и объясняет. Нет, не этот момент. А? Мы как раз таки, когда узнали информацию о том, что этот человек будет здесь присутствовать, ну, как все бы, ее встретили Вот негативно. сейчас эту всю ситуацию, Именно сейчас так. она обсуждается. Так негатив встретился не потому, что ты здесь, а потому что в 2 раза дороже стало. Все Потому что, блин, как бы надо если бы ты бы здесь был, Если грубо бы, говоря, подожди, если бы вы здесь не бесоебили, меня бы здесь не было. согласен. Все. Я с тобой согласен. Поэтому пока все в порядок не придет, я буду здесь. Все. Было бы, знаешь, как круто, если бы ты тут Как? присутствовал, они по полторашке платили, и ты бы, ну, контролировал вопрос, ты был бы По вообще какой красавчик. полторашке? По какой полторашке? Час да, по старой цене не обкатались, Подожди, а а, ты присутствовал. а я что? Ну, а я тут просто так должен? Ну, они же тебя попросили, ты бы им объяснил. Подожди. У ребят денег нет. Что? Вы же никак не обратились. Подожди. Жилокая машина за полмульта. Резю покупаю, денег нету, вы автоспортом занимаетесь. Да мы не занимаемся. Я еще, да, подожди, вы выбрали дорогой, как это, хобби. Это не автоспорт, это хобби. Чтобы он сказал, Ребят, я с Наташей уже разговаривал, она говорит, а мне заявок типа не поступало, потому что нет ответственных лиц. То, что вы жалуетесь где-то, это ничего для них не значит. То есть раньше, если были тут Ронский, там еще какие-то люди, которые отвечали, ну, которые организовывали здесь дрифт, они там писали там какие-то заявки, чтобы отремонтировать, либо собирали деньги. В данном случае я не планирую собирать деньги, я считаю, что это неправильно с вас. Когда я помню, там народ, помню, скидывался на то, чтобы починить Змеинку. Вы не должны этого делать однозначно. Поэтому я вот все это смотрел, я сейчас записал, явки сфотал, я Я уже Наташе отправил сегодня ей. вечером их предоставлю. Она знает. Нет, она знает, я ей конкретно напишу, скажу, что это небезопасно. Я понял. Типа небезопасно. Я скажу, что это небезопасно. Это также, как бы, вы можете перевернуться, вы можете развалить подрамник, поставить машину. второго. Но это тоже, да. Еще вопрос. 16 А если на одного трек снимать? Вот, допустим, я снимал 2 или 3 раза трек, на одного сейфдос снять. И, типа, как это вообще делается? Так же? Но 3 кэса? если видос снять, и если не тренироваться, Ну как, ну я то жду директив вообще по всей Змеинке. Все ну, тогда так же. Тогда так же. Но я, Димон, ну сделай скидку, пацаны. Сегодня каталось 9-10 машин, и за то время ничего не изменилось, в принципе, как зоны вылета были ямами, как ямы на дороге были, так они и остались. Сегодня все в шлемах, в ремнях, но каких-то особых указаний пока что не было. Экстренное включение заправки. Мы, короче, сегодня с Серегой поедем на Чайзере на сток-вывороте давать по конфигам профессиональным. Подлили 98-го. Сейчас поедем тестировать Чайзер после настройки. Такую вот резину проверять будем. На шлемах, на ремнях, все как надо.
Дядя Дима завещал. Как дядя Дима завещал? Да. Как дядя Дима наказал всех и пришлось ремни ставить. Но мы, если что, на тонировке, будем без шлемов, да, кататься, Серег, сегодня? Ты специально затонировал машину, чтобы без шлемов кататься? Короче, дороги до Змеинки нету. Я в прошлом году снимал, но в этом году ситуация только ухудшилась. Это сейчас еще засыпали. Короче, катаемся нижний конфиг, который катали на тех выходных, в то воскресенье. Просьба такая, чтобы чуть было все быстрее, не въебываться и не переворачиваться. Да. А вообще, стали на старте, ну перевернетесь в конце. Стали на старте, поставились две тачки, там 1, 3, 5, неважно. Если они выехали, никто не въебался, не сгорел, блядь, не затупил. Следующие могут уже выезжать. Ну, то есть, чтобы не было, что надо каждому объяснять, что надо выезжать. Ну, чтобы было чуть быстрее. Ну и все. У Семенюка был красный флаг, он его всегда вам показывал. Я даже не буду, вы хуй на него забили все. Поэтому я даже не буду доставать. Каску. Каска есть, у меня 2, да, можете драться за нее. Блядь, по очереди будет. У меня всего 2 каски. Короче, у нас колесо бахнуло, все, закончился триангл. Не, я ж сидушку снимал. Короче, здесь все, проволока, здесь еще много. Поэтому развал в 0 градусов обязательно делать. А с этой стороны еще колесо нормально под речком, можно еще перевернуть и покататься. Это сегодня мы катались на 245/40. В принципе, Чайзер сегодня тренировку нормально отъездил, ничего не было. Подкинули проставки 3 сантиметра, потому что теншн цеплялся на вывороте. Надо сайлентблоки нормальные ставить. С винтами были проблемы, короче, рулюха не работала, и мы вот такую вот перемычку поставили. Она вся посинела, но вроде работала, охлаждала. Будем разбираться с этим моментом, скорее всего, сделаем через тумблер. А так, в целом, Чайзер едет, все ништяк, ничего не обоссалось. 80 градусов всю дорогу, полный газ ехал. В общем, с прошлого видео прошло больше 2 недель. Как можно видеть, ямы никто не починил. Тренировки проходят по нижнему конфигу, вон там, ну вы видели. А этот конфиг так и не починили. Тренировка сегодня стоила 400 рублей. В принципе, катались сегодня нормально. Была небольшая очередь, но покататься можно было. Конфиг этот как бы не скоростной, он такой себе на самом деле. Ну, типа, как замена основному вообще не подходит. Я так считаю. Альтернативы покататься на Змеинке теперь нету. Мы пробовали всеми силами, но пока безуспешно.
В принципе, для тренировки 400 рублей это немного. Если бы не было Дмитрия Семенюка, мы бы сегодня катались по 200 рублей. Сложно оценить, что он делает. Все, что я видел, это махание красным флагом, когда машины разворачивают там внизу. Вон там вот внизу, если машину разворачивает, он махает красным флагом, потому что не видно, когда ты едешь вон в ту сторону. На классическом конфиге, в принципе, махать флагом никому не нужно, потому что все просматривается и видно, что если развернула машину, ты не поедешь. Также он контролирует, чтобы все ездили в ремнях и шлемах. С тренировками, в общем, все понятно. Тренировки теперь будут в таком ключе проходить. Надеюсь, скоро залатают зминку, и мы будем кататься уже по старым конфигам. Что касается Альтезы, немножко взял перерыв. Надо подсобрать денег и начинать дальше строить. Осталось, в принципе, немного по проводке там дособрать. Я тоже показывал. И можно будет делать первый пуск, дальше настройка. Ну и все моменты там по расширению. Ну, в общем, внешка. Всем до встречи в новой серии.